Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в этом эпизоде вас ожидает импортозаместительный обзор усилителя Blue Space от компании Yerasov. Поехали! Начать ролик хочу со слов признательности всем подписчикам и зрителям. Отдельное спасибо хочется сказать всем, кто ставит отметку «Понравилось» под видео и пишет комментарии. Для меня это очень ценно, так как на данном этапе это самая действенная помощь в раскручивании канала, поскольку стандартные инструменты продвижения временно недоступны. Например, сегодняшний обзор вдохновлен комментарием одного из наших дорогих подписчиков с просьбой продемонстрировать возможности Yerasov Blue Space с подключением перегрузов и преампов, а также попробовать получить звучание в стиле Джона Майера и Энди Тиммонса. Но обо всем по порядку. Поскольку видео получилось достаточно длинным, предлагаю обратить внимание на секцию разделов, где можно ознакомиться с содержанием ролика и выбрать самое интересное. А перед тем, как появятся примеры звучания, я расскажу вам, как они были записаны. Подключен усилитель к кабинету Mesa White Body с динамиком Celestion Black Shadow, а снимать звук будет пара микрофонов, ленточный RM-BIF1 и динамический Sennheiser E906. Итак, Yerasov Blue Space – это полностью ламповый одноканальный усилитель, задуманный как платформа для педалей, собранный по технологии Point-to-Point, оснащенный цифровым ревером и петлей эффектов с возможностью их включения и отключения при помощи футсвича. Для нашего удобства усилитель предлагается в двух формах – комбик или голова, который отдельно можно приобрести стилизованный кабинет. Хотел бы отметить, что я не готов согласиться с предложенными на сайте вариантами динамиков для комплектации кабинета. Сама по себе возможность выбора – это здорово, но если говорить о платформе для педалей, на мой взгляд, выбор динамика один, и это Celestion Creamback. Но это всего лишь мое личное мнение, и мне было бы интересно узнать ваше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая модель динамика, на ваш взгляд, лучше всего подойдет к такому усилителю. В предусилительной секции установлены 3 лампы 12AX7, а в оконечнике 2 лампы 6V6.
Выходная мощность усилителя составляет 20 Вт, что рассчитано на комфортное использование дома, на репетиции и на выступлениях в небольших клубах. На передней панели расположены регуляторы Gain, Treble, Middle и Bass, относящиеся к секции предусиления, а также Volume, Presence и Reverb, управляющие мастер-секцией усилителя. И по схеме они находятся после цепи эффектов. Это значит, что при использовании стороннего преампа Volume, Presence и Reverb продолжат функционировать. А на задней панели расположены разъемы для подключения питания, футсвича, петля эффектов и два выхода для 4 и 8 омных кабинетов. Далее предлагаю обсудить, в чем же особенность формата платформы для педалей. Дело в том, что ставшие классикой схематики усилителей прошлого обладают уникальным характером звучания. Это может быть выражено в амплитудно-частотной характеристике отклика, запасе гейна, зерне перегруза или дружелюбности к различным грелкам, бустерам, эквалайзерам и так далее. Но платформа для педалей имеет обратную задачу – не иметь собственного звучания и в то же время качественно воспроизводить перечисленные выше характеристики при подключении Amp-in-a-Box педалей в input усилителя, либо преампов в возврат петли эффектов. И я с большой радостью резюмирую, что, на мой взгляд, Ерасов Blue Space справляется с этой задачей блестяще. А чтобы вы могли составить собственное впечатление по этому вопросу, я не поленился записать много различных примеров для прослушивания и анализа.
Теперь разберемся в таинственной фразе, собранной по технологии point-to-point. По-русски такая сборка называется навесной монтаж. Означает это, что схема распаяна вручную с большим вниманием к качеству работы. Так собирали радиотехнику в 50-х, 60-х, но впоследствии массовое производство перешло на использование печатных плат и автоматизированную запайку компонентов. То есть применение навесного монтажа является характерной чертой бутикового, другими словами, более премиального сегмента гитарного оборудования. Отдельно хочется обсудить использование петли эффектов. Помимо возможности отсечь преамп усилителя для использования посторонней схемы, как, например, в нашем случае с шерифом от Victory, FX Loop используется для подключения различных видов обработки сигнала. В общей практике модуляцию и пространственно-временные эффекты рекомендуется располагать в гитарной цепи после перегрузов для получения более качественного звучания. И в большинстве случаев это действительно справедливо. То есть хорусы, фленджеры, дилеи, реверы, фейзеры и прочие подобные педали принято коммутировать именно через петлю эффектов, но мало кто отмечает, что такой подход уместен только в той ситуации, когда значительный перегруз сигнала формируется именно в преампе усилителя. А если для получения перегруза вы используете именно педали, а преамп настроен на чистый звук, тогда петлю можно не использовать. Это значительно сократит путь сигнала и позволит избежать покупки дополнительных кабелей и буфера. Также хочу отметить, что много раз сталкивался с ситуациями, когда для меня определенная модуляция звучит интересней, расположенная именно перед перегрузом, а не после. Поэтому настоятельно рекомендую перед принятием решений при коммутации вашего педалборда перепробовать различные варианты расположения эффектов относительно перегрузов, чтобы найти идеальное решение именно для вас. Далее рассмотрим возможность получить звучание в стиле Джона Майера и Энди Тиммонса. Все начинается с гитары. Джон использует классические страты из ольхи с грифами из клена и палисандровыми накладками. В плане усиления, помимо прочего, Джон использует Dumble Overdrive Special и Steel String Singer. Это невероятно дорогие усилители, но сегодня на рынке достаточно amp-in-a-box педалей, эмулирующих их звучание, причем не только дорогих, но и бюджетных. Основными перегрузами Джона являются Klon Kentaur, Ibanez Tube Screamer, Marshall Blues Breaker, Boss BD2 и германиевый Fast Face.
Гитара Энди – это тоже вариация страта из ольхи, но с полностью кленовым грифом и хамбакером в качестве бриджевого звукоснимателя. Усилители он использует Mesa Boogie Lone Star и тоже как платформу для педалей. Но здесь важно понимать, что наши герои в основном используют 100-ваттные усилители, и не стоит ожидать от 20-ваттного такого же звучания. Но похожего результата добиться можно при использовании правильных педалей. К слову о педалях, Энди в основном использует перегрузы Exotic, такие как BB Preamp, RC и EP Booster, SL Drive, JHS Angry Charlie, компрессор от Carl Martin и те же перегрузы, что и Джон, за исключением Klon Kentaur. А недавно совместно с Робертом Килли был выпущен подписной дилей Kili Halo, первый пресет которого в буквальном смысле предлагает звук Энди. По сути, это задержка, которая основывается на звучании маэстро Ecoplex, о котором мы говорили в эпизоде «Курс молодого творца. Дилей и реверы». Если Kili Halo для вас дороговат, вот несколько более доступных альтернатив с похожим звучанием. В этом ролике есть примеры звучания Ерасов Blue Space с большинством из перечисленных выше перегрузов, поэтому на вопрос, можно ли с его помощью получить звучание как у Джона Майера и Энди Тиммонса, мой ответ – да, можно, но при соблюдении обозначенных мной условий. Если вам интересны ключевые компоненты гитарных цепей других музыкантов, напишите в комментариях, и я обязательно расскажу о них в будущих роликах. А если вы хотите поизучать их самостоятельно, рекомендую заглянуть на сайт equipboard.com. Ссылки на страницы Джона Майера и Энди Тиммонса я напишу под видео. И в заключении хочу отметить, что усилитель Ерасов Blue Space меня приятно удивил прекрасным качеством звучания, впечатляющей динамикой и достойным встроенным ревером. Также стоит отметить очень приятный, хоть и немного старомодный дизайн усилителя в моем любимом синем цвете. Считаю, что с поставленной задачей компания справилась отлично и предлагает за разумную цену прекрасную платформу для педалей со всем необходимым набором функционала. А если Ерасов Blue Space понравился и вам, обязательно загляните в DMTR Pedal Shop и послушайте его вживую. Выражаю благодарность ребятам за предоставление усилителя для обзора. Ссылку на страницу с подробным описанием и возможностью заказать этого красавца можно найти под видео. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, и до новых встреч в кривом эфире. Пока! Для нашего удобства усилитель предлагается на сайте вариантами динамиков для комплектации кабинета. На передней панели расположены регуляторы Gain, Treble, Middle, Bass, относящиеся
Относящийся. С эпясями проблемы у тебя, Армен, с эпясями. Или дружелюбности к различным грелкам, бустерам, грелкам. Welcome грелкам. То есть применение навесного монтажа является характерной чертой SL Drive, JHS Angry Charlie, компрессор. Ну ты компрессор, конечно. Вообще.